Сотни человека-часов были затрачены на подготовку операции, которая должна была продлиться не более получаса. Сделали сотни снимков со всех ракурсов, позволившие составить фотоальбом маршрута и выстроить отдельные учебные модели в масштабе 1:1. В Бейруте Сайрат Маткаль должен был действовать под видом иностранных туристов. Майор Муки Бецер предложил часть бойцов, кто поменьше ростом и нежнее лицом, переодеть и загримировать под женщин. Таким образом, для премьер-министра Израиля Голды Меир был подготовлен окончательно доработанный и развернутый план антитеррористической операции, получившей название «Весна молодости». Она должна была стать самой крупной и наиболее сложной антитеррористической операцией в истории Израиля. Привет всем, здравствуйте. Меня зовут Александр Брас, я писатель и ветеран спецподразделения по борьбе с терроризмом. Вы на моем канале «Мировая история террора». Оставайтесь со мной, как всегда будет интересно. Сразу после убийства израильских спортсменов в Мюнхене на летних Олимпийских играх 1972 года израильские спецслужбы приступили к операции возмездия под кодовым названием «Гнев Божий». Об этом я рассказывал в предыдущих выпусках. В течение последующих 5 месяцев Моссад провел ряд громких ликвидаций европейских представителей «Черного сентября» и «Фатах». В Риме в собственном подъезде был застрелен Вайльзвайтер. В Париже у себя в квартире был взорван Махмуд Эль-Хамшари. В Никосии в номере отеля был взорван Хусейн Абдельхир. Последнее покушение было проведено вновь в Париже. Рядом со своим отелем неизвестными был изрешечен пулями профессор Базиль Эль-Кубейси. У палестинского руководства и тени сомнений не было в том, что за всеми этими покушениями стоит Моссад. Палестинцы откровенно были напуганы волной ликвидаций, но окружение Арафата даже в самом страшном сне не могло себе представить, какой кошмар ожидал их спустя 3 дня после последней ликвидации в Париже. На этот раз группе Майка Харари, руководителю управления специальных операций Моссада Кисари, дали приказ ликвидировать 3 высокопоставленных членов Фатах и Черного сентября: Махмуда Юсуфа Эль-Наджара, более известного как Абу Юсуф, Камаля Адвана и Камаля Насера. Все 3 входили в ближайшее окружение Арафата. Они проживали в 2 многоэтажных домах на улице Вердун в элитном спальном районе Рамлет-Эль-Байда на северо-западе Бейрута. Квартиры Камаля Адвана и Камаля Насера располагались в одном доме на 2 и 4 этажах. Махмуд Юсуф Эль-Наджар, он же Абу Юсуф, жил в соседнем доме на 6 этаже. Абу Юсуф являлся ближайшим соратником Арафата, членом-учредителем Фатах и одним из основателей и негласных руководителей Черного сентября. Он был членом исполкома ООП, руководил ливанским отделением Фатах с 1967 по 1971 год, а также возглавлял службу разведки и контрразведки. В декабре 1972 года он был назначен начальником политуправления ООП. Устранение Абу Юсуфа могло нанести серьезный удар по всей Организации освобождения Палестины. С 1968 года израильские спецслужбы безрезультатно вели за ним охоту. На него несколько раз организовывались покушения, устраивали засады, но ему всякий раз удавалось избежать смерти. Какое-то звериное предчувствие всегда предупреждало его о грозящей опасности. На этот раз израильтяне решили прийти к нему прямо домой. Камаль Адван, 38-летний бывший инженер-нефтяник, официально занимал пост министра иностранных дел ООП. Последние 2 года он стоял во главе созданной в Фатах террористической структуры «Западный сектор», занимавшийся диверсиями против гражданских объектов на территории Израиля. Начиная с конца 1960-х годов, за Камалем Адваном тянулся жирный кровавый след, однако приблизиться к нему было практически невозможно.
Ожидая возмездия со стороны израильтян или иорданского мухабарата, иорданской службы безопасности, последние годы он не покидал пределов Бейрута и всегда перемещался в сопровождении большой, хорошо вооруженной охраны. Третьей целью был 48-летний пресс-атташе ООП Камаль Нассер, поскольку он являлся официальным пресс-атташе ООП и самым известным пропагандистом палестинского террора. Он представлял не меньшую угрозу, чем любой руководитель палестинской террористической организации. Прячась в многомиллионном Бейруте, палестинские террористы упивались своей безнаказанностью. Они жили совершенно открыто в центре Бейрута, ни от кого не скрывались, ничего не опасались. Охрана палестинских лидеров главным образом была нацелена на предотвращение покушения со стороны других конкурирующих группировок. Однако, после нескольких недель наблюдения за объектами, в Моссаде пришли к выводу, неутешительным выводом. Управление специальных операций Моссада Кесария не обладало необходимым ресурсом для ликвидации высших руководителей Фатах, которых усиленно охраняли десятки боевиков. Операцию такого рода могла провести только армия. В городе с миллионным населением это казалось невозможным, но именно этим хотели воспользоваться израильтяне, нанести удар там, где их никто не ожидал. Было принято решение задействовать группу спецназа при оперативной поддержке людей Майка Харари и нанести точечный удар. Лучше всех с этой задачей могли справиться бойцы спецназа Генерального штаба армии обороны Израиля Саэрет Маткаль. Люди Майка Харари заранее прибыли в Бейрут, чтобы осмотреться на месте. Сотни человека-часов были затрачены на подготовку операции, которая должна была продлиться не более получаса. В течение последующих недель личные дела были существенно пополнены недостающей оперативно-разведывательной информацией. В первую очередь, внимание сосредоточилось на местах проживания 3 руководителей Фатах. Были составлены схемы внутренней планировки домов, сделаны фотографии лобби и лестничных пролетов, даже посчитали количество ступенек, ведущих к дверям каждого террориста. Благодаря агентуре Моссад в мельчайших деталях был ознакомлен с планировкой внутренней обстановкой квартир, расположением спален и рабочих кабинетов. Спецназ не должен был затратить ни одной лишней секунды, разыскивая террористов. Досконально изучив все дороги к объекту, их загруженность в разное время суток, количество светофоров на пути следования и частота смены фаз, проезды, подходы к дому и домам. Поскольку в темное время суток двор освещался прожекторами, на схеме отметили сектор обзора, просматриваемый из каждого окна 3 квартир. Для группы спецназа заранее продумали все возможные пути отхода и места укрытия на случай, если операция выйдет из-под контроля. Собрали информацию об освещении города в ночные часы, отметили телефонные будки, которыми могли воспользоваться случайные прохожие. Сделали сотни снимков со всех ракурсов, позволившие составить фотоальбом маршрута и выстроить отдельные учебные модели в масштабе 1 к 1. Люди Майка Харари умудрились даже сфотографировать левую кисть Абу Юсуфа, на которой отсутствовали несколько фаланг пальца, потерянных им во время последнего нападения на него израильских морских командос Шайта-13. Изучили распорядок дня и особые привычки террористов в ближайшее окружение каждого из них, включая членов семьи, друзей и соседей по дому. Особый акцент был сделан на ночной охране. Отслеживался порядок несения службы, вооружение охранников, их автотранспорт. На схеме даже отметили места парковки, поскольку было известно, что один из телохранителей Абу Юсуфа постоянно дежурил возле подъезда, а 2 других в это время находились в машине. Вооруженные боевики также представляли угрозу, однако их реакцию и действия можно было
предугадать, просчитать. Гораздо большую опасность представляли ливанские жандармы. Между палестинскими группировками часто вспыхивали перестрелки, и жандармы старались в них не вмешиваться, но все предусмотреть было практически невозможно, учитывая, что полицейский участок находился в каких-то сотнях метрах от места удара, по-моему, в 200 метрах. Успех операции, как всегда, зависел от неожиданности. Удар следовало нанести внезапно ночью, одновременно по всем 3 квартирам, затратив на ликвидацию не более 10 минут, чтобы успеть отойти и затеряться в переполненных улицах Бейрута. Было принято решение выходить на объекты небольшими группами, по 2-3 человека, переодевшись в гражданскую одежду, выдерживая дистанцию 10-15 шагов. Необходимо было также выбрать оружие, которое можно было легко спрятать под одеждой, благо ночное время суток и прохладное время года позволяли это сделать, не привлекая внимания окружающих. Но прежде чем приступить к планированию завершающей стадии операции, следовало решить главный вопрос. Как доставить бойцов Сейрет Маткаль в город с миллионным населением, расположенным на удалении 120 километров от северной границы Израиля? С вертолета незамеченными сделать это было невозможно. Единственная лазейка оставалась через море. Майор Муки Бецер лично вышел на подводной лодке ВМС Израиля, чтобы через перископ осмотреть 8-километровую береговую линию южного выступа Бейрута. Решили произвести высадку на пляже отеля «Санс». Для этого бойцы Сейрет Маткаль должны будут выйти в море на ракетном катере, спустить на воду резиновые лодки и достигнуть берега высадки в сопровождении морских команд Шейта-13. Сотрудники Моссада заранее арендуют машины и встретят их у берега в означенной точке, чтобы доставить к объекту. Подполковник Барак предложил задействовать в операции группу из 15 человек, включая офицера морских команд Шейта-13 и военврача. К этому времени Моссад и Аман предоставили полную оперативно-разведывательную информацию о концентрации палестинских боевиков, а также крупных подразделений регулярной ливанской армии и жандармерии на территории Бейрута и его окрестностей. Оценив общую картину, взвесив все риски, начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Давид Алазар, дал согласие на проведение операции, расширив ее до широкомасштабного антитеррористического рейда, задействовав наряду с Сейрет Маткаль дополнительные спецподразделения армии обороны Израиля. Было принято решение параллельно с ликвидацией 3 лидеров Фатах нанести удар и по другим объектам инфраструктуры палестинских террористов, расположенным в Бейруте и на юге Ливана в портовом городе Сайда. Важно было также уничтожить штаб Демократического фронта Наива Хаватмы. Он находился в одном из центральных районов ливанской столицы, в 7-этажном здании на улице Хартум. Таким образом, для премьер-министра Израиля Голды Меир был подготовлен окончательно доработанный и развернутый план антитеррористической операции, получившей название «Весна молодости». Она должна была стать самой крупной и наиболее сложной антитеррористической операцией в истории Израиля, самым доходчивым посланием террористам. У нас длинные руки, и мы можем достать вас в любом месте. Таким образом, помимо Сейрет Маткаль, в операции были задействованы еще несколько спецподразделений армии обороны Израиля. Для высадки и сопровождения такого большого морского десанта Генеральному штабу потребовалось задействовать большую часть надводного флота Израиля. Самая важная и, казалось, наиболее сложная задача ложилась на плечи бойцов Сейрет Маткаль. В Сейрет Маткаль начались интенсивные подготовки к операции. Подполковник Барак отобрал 12 опытных бойцов. К ним присоединились офицер морских команд Шейта-13 майор Дов Бар и военврач Шмулик Кац. В общей сложности морской десант составил 15 человек и был разделен на 5 групп.
Первая группа – передовой командный пункт. Иуд Барак, офицер морских командос Довбар и военврач Шмулик Кац. Майор Довбар выполнял функции офицера связи, и в случае выхода ситуации из-под контроля он должен был вывести уцелевших бойцов к береговой линии и организовать самостоятельную эвакуацию в нейтральные воды. Вторая группа под командованием капитана Амирама Левина должна была ликвидировать охранников и обеспечить прикрытие 3 штурмовым группам, действующим в квартирах Камаля Адвана, Камаля Нассера и Абу Юсуфа. Третья группа майора Муки Бецера была нацелена на квартиру Абу Юсуфа. Ей предстояло выполнить наиболее сложную задачу. Абу Юсуф считался одним из самых опасных палестинских террористов того времени. На него неоднократно совершались покушения, и он находился под усиленной круглосуточной охраной хорошо подготовленных телохранителей. К тому же группе майора Муки Бецера на завершительной стадии операции приходилось действовать практически автономно, в отрыве от основного десанта. В квартире Абу Юсуфа могли оказаться дополнительные охранники. Муки Бецер также мог неожиданно столкнуться с вооруженными людьми из других квартир. Четвертая группа под командованием капитана Амитая Нахмани должна была подняться на 2-й этаж и ворваться в квартиру Камаля Адвана. Вместе с ним, по данным агентуры, в квартире проживали жена и сын. Капитану Нахмани, как и майору Муки Бецеру, было приказано по возможности избежать ненужных жертв среди семей террористов, что также существенно усложняло выполнение задачи. И последняя, 5-я группа лейтенанта Ацвики Ливны должна была ликвидировать Камаля Нассера, жившего в том же доме, что и Камаль Адван, в квартире на 4-м этаже. Бойцы, отобранные подполковником Бараком, приступили к учениям на базе, расположенной между Тель-Авивом и Иерусалимом, на территории современного города Модиин. Там, вдалеке от посторонних глаз, находились несколько заброшенных зданий, в которых Сейрет Маткаль обычно отрабатывал взаимодействие групп в условиях городского боя. После того, как из Бейрута была доставлена карта с отмеченными на ней маршрутами движения, началась заключительная стадия подготовки Бейрутской операции. Начальник генерального штаба, отправляя молодых ребят в Бейрут, в самый омут палестинских террористов, в полной мере представлял себе степень опасности, которой подвергали себя бойцы Сейрет Маткаль. Любая оплошность, любой недочет или простая случайность, любое стечение обстоятельств могли обернуться трагедией. Оказавшись в окружении в 120 километрах от границ Израиля, бойцы Сейрет Маткаль не могли рассчитывать на помощь и не имели шанса выйти из Бейрута живыми. В Бейруте Сейрет Маткаль должен был действовать под видом иностранных туристов. Майор Муки Бецер предложил часть бойцов, кто поменьше ростом и нежнее лицом, переодеть и загримировать под женщин. На роль молодых туристок выбрали командира подразделения подполковника Иуда Барака, лейтенанта Алони Рафаэли и капитана Амирама Левина. Девушки, служившие на базе Сейрет Маткаль, получили особое задание – выбрать модную женскую одежду в дорогих магазинах. Так Иуд Барак превратился в экстравагантную брюнетку красно-рыжего отлива, а Алони Рафаэли в платиновую блондинку. Костюмы и куртки покупали специально на несколько размеров больше, чтобы спрятать под ними оружие. Руки должны были быть свободными, любая сумка посреди ночи на улице баров и казино смотрелась бы как коньки на пляже. По этой причине, чтобы не выделяться из толпы, в пиджаки курток были вшиты специальные внутренние карманы-подкладки. После долгих и изнурительных учений начальник генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эль-Лазар наконец-то дал свое разрешение на высадку в Бейруте.
Операцию «Весна молодости» было решено провести в ночь с 9 на 10 апреля 1973 года. Морской десант должен был под покровом ночи войти в территориальные воды Ливана и, достигнув места высадки, на резиновых моторных лодках. Организация высадки была возложена на бойцов морских команд Шейд-13 и боевых пловцов подразделения 707, не задействованных в непосредственном нападении на цели. В холл отеля «Сандс», расположенного на набережной Бейрута, 1 апреля 1973 года вошел 35-летний элегантный мужчина, предъявивший при регистрации паспорт на имя Жильбера Римбона. Представившись бельгийским бизнесменом, он как бы невзначай поинтересовался у служащих отеля ночными злачными местами Бейрута. Спустя несколько часов в том же отеле появился еще один иностранный турист, прибывший в ливанскую столицу из Франкфурта на Майне, и предъявил западногерманский паспорт на имя Дитера Альтуцера. При себе он имел удочки и целый набор рыболовных снастей. Управляющему отеля Дитер Альтуцер сказал, что он большой поклонник рыбалки и весь год мечтал с удочкой в руках провести несколько ночей на набережной Бейрута. Он тут же принялся наводить справки о высоте волн, скорости ветра, температуре воды и морских течениях. Поскольку операция должна была проводиться в ночное время суток, желательно было приучить служащих отеля к постоянным ночным отлучкам. Один проводил время на ночной рыбалке, а другой всю ночь кутил в злачных местах. Спустя 5 дней, 6 апреля 1973 года, в том же отеле поселились еще 3 иностранных туристов, приехавших из Лондона. Некто Эндрю Вингей, элегантный британский джентльмен, Шарль Боссар, французский бизнесмен, и еще один британский бизнесмен, назвавшийся Жоржем Эльдаром. Последним в Бейруте появился веселый англичанин по имени Эндрю Мейси, являвшийся командиром оперативной группы Кесарии. Он поселился в отеле «Атлантик» недалеко от улицы Вердун и с первого же дня завел приятельские отношения со всем персоналом отеля. Утром 9 апреля 1973 года в Атлит на базу морских команд Шейд-13 приехали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Давид Лазар, начальник управления военной разведки Оман генерал-майор Ильяу Зейра и другие высокопоставленные офицеры армии обороны Израиля. Перед тем, как отправиться в Хайский порт и погрузиться на суда, все участники операции собрались в огромном ангаре. Обычно невозмутимый Давид Лазар выглядел на этот раз взволнованным и даже немного растерянным. Он, не торопясь, обошел ряды спецназовцев. Он не стал долго говорить о сложности и важности предстоящей секретной операции, а спокойно произнес: «Убейте этих мерзавцев и возвращайтесь с миром домой». От этой тихой фразы у большинства спецназовцев пробежал мороз по коже, поскольку в лексиконе израильской армии намеренно было запрещено использовать слово «убить» и никогда не употреблялось до этого. Казалось, после Мюнхена были разорваны все морально-этические рамки, настолько израильское общество было озлоблено. Не был исключением и начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Давид Лазар. А у меня на этом все. Продолжение смотрите в следующем выпуске. Все только начинается. Дальше будет самая жесть. Как всегда, я прошу поддержать мою работу. Сделать это довольно легко. Для этого достаточно поставить лайк под этим видео, написать комментарий или задать вопрос. И подписаться на мой канал. Все это будет способствовать тому, что мой канал поднимется по алгоритмам YouTube. И это видео увидят намного больше людей. И главное, конечно, не забывайте читать мои книги. Всегда с вами Александр Брас.